Всем привет! Решили съездить в Усмань. Это вот недалеко, где-то, наверное, километров 60 на север от Воронежа. Небольшой город, мы уже туда ездили. Такой небольшой, провинциальный, хороший городишко. Там, что классно, там, когда вечером едешь, там теплицы так светят, что видно даже с Воронежа. Да, очень, да. На первый раз мы думали, что это там НЛО какое-то зависло. Да, мы такие, ну что за фигня, и мы на свет туда поехали, как мотыльки. Ну и вот нашли, а там, оказывается, теплица. То есть огромная-огромная теплица, очень ярко они там светят, ну круто. Ну вот у нас по навигатору 76 километров, но у нас здесь получается Воронеж. С правого берега мы сейчас выезжаем и поворачиваем направо, на левый берег. Ну вот мы сейчас двигаемся по Ленинскому району в сторону моста Багресовского. У нас будет прямо... Улица 20 лет октября. Да, улица 20 лет октября. Здесь у нас архитектурно, да, какой-то там университет строительный, его называют Строяк. И у нас там будет с правой стороны наш дом, наш жилой комплекс. Ну, час, конечно, не час пик, но 4 часа где-то. Движение большое, все-таки город огромный. Дороги, конечно, здесь. На этой улице что-то такие все перелатанные. Зимой они вообще в ямах все были. Сейчас, конечно, залатали, да, что-то делается все. Бассейнчик. Наш жилой комплекс челюскинцев. Ну, здесь такие, конечно, там за этими домами частный сектор дальше идет. Он такой весь, что у нас тоже вокруг частный сектор. Обложены мы. Кое-где вот такие старые, тоже старые, не старые постройки. Если нужны старые здания, то это на проспект Революции. Там их очень много, конечно. Туда еще мы доедем тоже. Вот сейчас мы въезжаем на мост Багресовский со стороны правого берега. Здесь, кстати, на этом мосту постоянно вот такие пробочки, ну, очень как бы частенько, тем более в час пик. Все пытаются переехать на левый берег. И здесь бывает стоишь, особенно там все равно какой-то поворот идет налево, там направо, неважно, все равно будешь стоять. Загруженный мост. Да, они в принципе все, наверное, тут загружены, но тут, наверное, тоже еще. Ну а дальше уже мы выйдем за Воронеж, дело пойдет намного побыстрее. Я надеюсь, конечно. Но сейчас вроде 4 часа, но здесь час пик, он такой, он может и в 4 часа тоже дофигища машин. Ну, конечно, часов с 5, наверное, 6-7 уже еще больше народу. Все. Мы сейчас на Левобережном районе. По Ленинскому проспекту едем. Направляемся на север. Сейчас мы уже движемся ко второму мосту. Чернавскому. Сейчас мы будем уже направляться в другую сторону, на восток. Такой он, такой более старый, тут хрущевки стоят, так очень много. Есть какие-то новострои, но они, конечно, старые, более такие 2000-х годов. Так, ну выехали мы с Воронежа и сейчас направляемся в Усмань, это в сторону, как раз будем мимо проезжать биосферного заповедника Бобрового. Эта дорога вот на Тамбов идет. Прямо, а нам налево. Комбайн там собирает уже пшеницу или рожь, не знаю, что они там собирают. Ну, сейчас на нашем пути будут встречаться деревушки, поселочки. Мы вот с Ирочкой любим проезжать мимо поселков, сел особенно, да, Ирочка? Да, деревушечки. Ну, потому что едешь ты по трассе, а там, ну вот одно и то же, ничего там интересного, поля нифига не видно. А тут ты заезжаешь, да, такие деревушечки классные. Магазинчики такие вот эти там савдеповские. Ну, вообще классно, конечно, нам нравится. То мы увидели какую-то там собаку ночью стоял, когда поскоревили. В темноте у него светящиеся глаза, и она стоит посередине дороги. Вот это было, да. Да, здесь, конечно, заправок нету, каких-нибудь кафешек ночью. Это, конечно, минус. Ну а в целом так, конечно, намного интереснее, чем по платным трассам. Так, вот это поворот у нас на биосферный заповедник Бобровый, который мы обязательно туда съездим. Как раз сюда мы будем поворачивать. Очень хороший заповедничек, кстати, бобер там на баннере был. Очень хорошее местечко отдохнуть, подышать.
Обожаю такие леса. Даже не леса. Лесопосадочки такие плотные, классные. Едешь, дышишь воздухом кондиционированным. Ну вот мы въезжаем в Усмань. Тут как раз река Усмань. Да, здесь, кстати, у них аллею сделали. Именно Басово. Новенькая, симпатичная. Кстати, у них там фонтанчики. Сейчас мы выйдем, да прогуляемся. Потому что мы здесь не гуляли, мы были здесь зимой. Особо не хотелось гулять. Летом-то оно все намного краше, конечно. Усмань такие у нее. Ну, она, видать, очень старая. Домов много старых таких, довольно-таки одноэтажные, двухэтажные, наверное, какие-нибудь бояре жили, не знаю, там. Какие-нибудь зажиточные люди. Ира говорит, запах зелени. Тут Да, прям вон чувствую. фонтаны. Ну, мы сейчас туда пойдем, мы сейчас ходим на центральную площадь. Прям, ну, как красиво, да. Вот, и говорит, старый дом. Музей, да. Как красиво, молодцы. Ну, такие домишки прям, да. Отреставрированные, классные. Какой-то кондитерский дворик. Такая себе. Симпатично так здесь в центре. Довольно-таки хорошо. Дорогу бы еще новенькую сделать, и вообще было бы замечательно. Ну прям да, здесь, конечно, домов в центре старых. Такие небольшие. А вон там, кстати, кирпичный дом тоже. Редкость такая. Наверное, 19 века. Тут еще кованые какие-то стальные там ограды. Прям дом старый, да. Вот эти элементы над окнами, они как раз таки подчеркивают. Валентина. 20-19 века дом. Ох, прям балкончик такой вот классный. Кто-то прям цветами сделал. Там хлеб и торты пекут. А, запахи такие. Мы ходим тут, сознание теряем. Какой магазин шикарный. На вот мы подходим к площади. Центральная. Ну, стопудово она, наверное, называется площадь имени Ленина. И там, может, даже Ленин стоит. Я провидец. Как ты думаешь? Аллея. Сцена какая прям. Такая кондовая. Отлично. Фонтаны. О, детям хорошо. Детям можно везде купаться, а не только по каким-то праздникам. Да? Здорово. Там храм вдалеке. Ну, там еще вдали делают. Делают. Какая-то аллея будет, наверное, тоже. Ну и дедушка Ленин, как же? Я же говорил, что он здесь есть. А может, он немножко не похож, но он всегда всех куда-то посылает. Направление у него одно, интересно, на юг, на север. Но здесь он немножечко другой. А может, это не Ленин, наверное, школа искусства. Ну, здание администрации или... Нет, дворец культуры. Ну, какой, смотри. А, Стильная. кино. Стильная какая, да? Да. Здесь есть кинотеатр. Круто. Уже не были 1000 лет в кинотеатре. Ну, хорошая такая, прям площадь. Фонтан. Зато в этот фонтан не бултыхнешься. Да. Кого снять? Вот бабушка эта, которая... А, да какую, я думал, ту бабушку снять. Точно. И запах, да, такой запах. У нас, конечно, загазованный воздух, очень сильно загазованный. Конечно, забивает запахи растений порой. О, какой-то памятник, да. Не знаю, кто это. Вильяминову Степану Михайловичу. Вот. Да. Вот это воевода Вильяминов. Степанов. Степанов, да. Основатель Усмани, Ира хотела сказать, но забыла. Память-то девичья, а вон аист сидит. Аист, ну смотри. Ты же говорила, где-то аист там видел, а вот он тут прям сидит. Дом быта тут ел. Прям такой, еще тот. Старый советский дом быта. Это вывеска, скорее всего.
Так и кирпич то же самое. А что, он какой-то измененный, что ли? И вот аист. Можешь с ним сфотографироваться и покормить его. О, какой. Тоже старинный дом. Тоже 19 века. Можно купить, Ира говорит. Всех, кого интересует, покупайте. Да, конечно, есть что-то в провинциальных городках. Прям классные они. Рисуют, да, вот на всех каких-то. Да, рисунки классные. Что, пойдем на правый? Пойдем. Там бизнес-спорт какой-то, гостиница, еще что-то. Вот еще один симпатичный домик, старинный такой. Прям какие-то у него там надстроечки такие классные. Пики. Канцелярские товары. Книжный клуб это. Вот что это. А вон доставка пиццы, там есть такой модный базар тут есть. Мы ищем туалет. Книгами пахнет. Да, библиотека отдает. Да, город, конечно, летом можно по нему походить, погулять, да, а то мы все зимой ездили, ночью там особо Бизнес-спорт. не гуляли. О, тоже классный. Вот тот в землю врос, закопанный. Там еще на этаж, наверное. Сколько прям много таких. Ну, двухэтажные они все в основном. Маленькие. Вот это, конечно, классно. У нас огромные вот эти коробки стоят. Да, вот эти коробки давят они, конечно. Да. Огромные, 27 этажей. А здесь прям отдыхаешь. Ходишь, ничего не давит. Вообще, да. Столько Запах простора. приятный. Зелено, простор. Здорово. Храм, да, даже с часами он. Сейчас даже я гляну, сколько он. И даже часы работают. Он, не знаю, видно, не видно. Около 6. Ну что, круто, да, прям все, и стадион. Храм какой здесь огромный. Большой. Так, немножко снимем. Ну, здорово. Вот мне нравится такой как бы вариант, когда, да, вдали от домов Да. стоят вот эти все стадионы и площадки. То есть можно спокойно долбить мячиком, никому не мешать. Вот это, конечно, здорово. Играть, шуметь. А то возле домов жилых прям это отдается очень сильно в голове. Да, стадиончик общественный. Здорово. Мягенькая резиновая дорожка здесь. Супер. Место отдыха и туалет есть. Кашамба тут такая лежит, да. Аллея Басова. Ну да, она свеженькая, ее делали. Да вообще приятно, да, когда так все прям сделано красиво, стильно, новенькое, все такое вот. Усмань. Старые фотографии какие-то 17-го года. И запах хлебобулочных изделий. Вообще, да что же они творят-то? Прям запах хлебушка горяченького. О, какая елочка смешная. О, классно. Это как в старые времена. Шахматная доска. Да, А да. где же эти штуки? А это с собой надо. Вы можете взять, а затем вернуть шахматы, фигуры, обращаться к дежурному Дворца культуры. Здорово. Правда, их надо было как-нибудь чем-нибудь закрыть, какой-нибудь плеткой такой. А то они все рассыпятся. Вот откуда запах божественный идет. Закрома Беларуси. Вот, оказывается, 1 июня 1645 года был заложен воеводой Степаном Михайловичем Вильяминов на берегу Вильяминов. Вильяминов на берегах реки Усмань крепость. Они все так, кстати, закладывали крепостя, оборонялись вечно от кого-то. Вот, оказывается, какой город-то древний, старинный. Какой он. Да, аж говорю, он старинных, у него зданий много. Какая тут грязь была. Но это еще не асфальтировали, тогда еще не было асфальта, укладочных машин. Дом и пекарни купца Якова. 1896 год, библиотечка. Какие дома, смотри, тут вообще практически какой-то маяк, да, в 1871 году.
Ну, на маяк похоже. Ничего не похоже, так же, как в Воронеже пики стоят. Нет, вот эта длинная часть, как на маяках была. Городской банк. Тут вообще все круто. Снежкова. Снежкова. Борцам за становление советской власти. Пик какой. Острый-острый. Да, прям. Ай, красота. Людей мало вообще. После шумного, Просто вообще. после шумного города отдыхаешь прям, конечно. Замечательно. Запах такой приятнейший. Травки и хлебобулочных изделий. Ну тоже, да. Куда ж без них-то? Классно, да, такая длинная, наверное, с километр аллея. Судя по длине. Вон и фонтаны впереди, и качели есть. Здорово. Вечерком здесь еще бы пройтись, да? Хорошо бы. Ну да, в пекло тут не погуляешь. Тут как бы... Пекло здесь просто Да. зажаришь. Ну, если только в фонтан лечь, и тогда вообще будет хорошо. Сейчас как брызнет, Ира. Сейчас как брызнет. Они такие слабенькие, они, наверное, может, днем как-то там. Знаешь, ходить же. А то как хлынанет и улетишь он куда-нибудь на небо. Он, кстати, типичный старинный дом, такой двухэтажный. Внизу каменный, а сверху уже как изба выложена, закопанный. Он насколько ниже была улица. Ну, конечно, 1645 года или какого-то. Ну, вот они все такие вдоль идут, эти дома двухэтажные, купеческие. Такие. Да, здесь, видишь, вечером огонечки светятся. Вот, блин, там он вроде тут сидит. Да, качели такие прям стильные, интересные, необычные. Такие кругленькие. Можно покататься, Ира. Да? Такие. А, здесь еще можно гонять на велосипеде. Было бы круто. Трамплин такой. 901 года? Вон, наверху. А, 901 года дом. Да, круто. Резные наличники, класс. Тоже такой дом тех времен. О, тут даже какая-то панель светодиодная, рекламная, зависшая. Лампочка. Да, тут лампочки будут светиться. Да, тут домов. Это памятник, не знаю кому. Басов, вот он, сам Басов. Да, домишка такой прям старенький. Вот эта улица Ленина, получается, идет, а вот то улица Басова. А вон там сливы растут. Ну, прям зелено, классно, конечно. Тубари классные, какая-то штучка такая. А там что-то накидано внутри. Оно светится. Да. Оно подсвечивается ночью как-то. У них тут, что, походу, тюрьма, что ли. Вышки там, или, может, завод какой, не знаю. Колючая проволока, все старое такое. Так, ну нам налево сейчас. Перейти улицу. Вот мы и подошли к городскому парку. Посидел? Мусор такой побежал. Не лезь туда. Человек-паук. Кот-паук. Кот уже опытный котенок. Не трогай его. Он собачий. Еще один. Нет, хватит, вы что, всех собак? Да, прям летом парк совсем другой. Такой яркий, зеленый. Фонтанчик такой. Слушай, и то фонтана больше, чем в Воронеже. О, там даже карусели, ну там детские площадки, да. Фонтаны тема летом, конечно. Вот такие вообще классно, в них можно залезть. Освежиться, а то в тех старых можно было, конечно, чисто теоретически, но не всегда удобно. Запах скошенной, свежескошенной травы. Сцена даже имеется. Беседочки такие хорошенькие. Ну, какие
наполнили камушками. Фонарики, здорово. Дешево и сердито. Да. Спорткомплекс типа. Велодорожка, это супер, но никто не знает об этой велодорожке. Все ходят, где им вздумается. Но аттракционов парочку тут есть. Даже туалет мы зимой в этот туалет не попали, потому что он аналоговый. То есть надо наличечкой там было платить, а без наличка там не принимается. И хоть уписайся. Тетенька контролер там сидит. Хотя да, парки вот так, что дети бегают и как там за деньги что ли. Ну вот и писают, наверное, под кустами. Под станцию электро тут как сделали. Хорошо. Это получается туалет платный, он то бесплатный должен быть или нет. Там замочек маленький висит. 15 рублей. Замочек. Открытый один туалет. Но там такие отдушины, чтобы не задохнуться там насмерть. Потому что они очень вонючие, эти туалеты. С дырочкой, которая... Ну, аттракционов, ну, такие чисто детские, конечно. Детишки воду любят. Ира, тут тоже у них есть вагончик этот, такого, который возит детишек. О, круто. Прям ого, он там сигналит. Зелено. В цветах все. Движение классное. На самом деле. Устаешь порой от такого мегаполиса, от его ритма, конечно. О, батя жарит, шаурма. Открыто звоните. Что-то все закрыто. А мы идем сливы стягивать с дерева. Вот они, сливки тут растут. Вот, набрали сливки с дерева, так что поедим. Еда тут имеется. И направляемся дальше. Парк мы посетили, сейчас мы дальше поедем, там где теплица. И новострой у них такой прям. Давай характерндеть. Да хватит. Ты что, все сливы забрал? Вообще нормально. Я тебя руки освободила. Ты сейчас машину поведешь. Нормально. Еще какой-то рисунок, да? Ледовый дворец тут. А это мы приехали в новострой. Такой частный сектор с инфраструктурой своей. Новые дома. Такие они как коттеджные там идут. Многоквартирные. Есть и многоквартирники, есть вот такие дома строят. Ну такой какой-то прям классно. Цивильно все прям. Ну, вон они, да, они такие все идут. Однотипные. Детская поликлиника. Здесь еще строится, да, тут, наверное, участки. Расстраивается школа. Ну, такой новострой прям. Тоже частный сектор. Более современный. Да, прям школа, стадиончик там. Бассейн у них есть. Храм имеется. В общем. Классно. Ну, тут все, да, получается, открыто. Пожалуйста, играют люди. Еще все достроится, когда вообще будет замечательно. Еще просто, конечно, часть земель еще не освоена. А вон стоят теплицы, но они, видать, летом-то не светят так ярко. Может, и не работают они летом. Солнца, наверное, хватает и так. И тут такое зарево стоит прям. Ох, прям все вот. Особенно, когда идут облака, прям все это подсвечивается, видно на много километров. Вон они там такие огромные теплицы. Сразу их тут пункт загрузки-разгрузки. Да, огромнейшая теплица. Особенно, когда она светится, вообще просто освещает, наверное, Усмань. Выехали мы из Усманя, возвращаемся домой. Сейчас мы будем возвращаться по трассе Дон-4, это московская трасса. Ну, решили немножечко по другому маршруту прошвырнуться. Замечательный город Усмань, маленький, провинциальный, зеленый. Домишки старинные такие классные, облагороженные. Сливы поели, там спасибо, Усмань, тебе за вкусные сливки.
замечательно, очень много все делается, развивается. Здорово. И парк тоже хороший. Запах зелени какой там божественный. После города-миллионника это вообще, конечно, классно.